Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал CryptoGamers. Друзья, игра Kawaii Islands, кто помнит предыдущий обзор, кто смотрел, это от создателей Imba Studio. Предыдущий проект был, который мы рассматривали, это Heroes Empire, то есть это одна студия, и у них запускается, уже точнее запустился еще один проект буквально несколько дней назад, и Петруха, здорово. Кирилл, привет, зрители, привет. Да, запустилась альфа-версия, несколько дней, все вроде рабочее. Будем смотреть, разбираться. Жанр, не, скажем так, не мы целевая аудитория, скорее всего, да, это любители, там, не знаю, пофармить огороды, пополивать, там, по тамагочи, пообустраивать свое жилье, но мы знаем, что много миллионов людей в такие игры играет и любит, так что будем разбираться, смотреть, как здесь работает Play to Earn, и можно ли здесь что-то заработать, и что для этого надо сделать. Да, То есть вот, жанр не наш реально, но не знаю, кому-то нравится, поэтому почему нет? Сами зашли, посмотрим. То есть для общего ознакомления, конечно, будет все интересно. да, вот совсем недавно у них были какие-то аирдропы NFT-шек, был какой-то стартовый пак, можно было купить у них. Сейчас вот в сентябре вот была альфа-версия, в конце сентября запустилась. Все это происходит на Binance Smart Chain. 12 октября у них будет второй токен IDO, это будет КВТ токен. Будет это все происходить на Polka Starter. Там сейчас всякие разные активности можно сделать для white-листов с разных партнерок. Кто это любит, занимается, пробуем, делаем. Мы в таких лотереях редко участвуем, времени нету, да. Да и шансы маленькие, поэтому просто лишний раз не расстраиваемся. Да. Вот видим их команду. Теперь настоящие фотографии, наконец-таки, да. Они какие-то там мультяжные. Наверное, теперь понятно, почему они их делают мультяжными. Вот. Видно партнеры. В принципе, та же самая студия, я уверен, и партнеры те же самые, инвесторы те же самые. Cardia Chain, те, кто Titan Arena, да, запускали. OKEX, кстати, Block Dreams Ventures. Ну да, тут много чего интересного есть. Да, ORChain. Вот, подписываемся, смотрим. Вот сама игра, нажимая play, буквально там зарегистрироваться 2 секунды. Можно, вот тут даже есть анимация, можно ходить. Вот мы пробную версию запустили, купили небольшой участок земли, одно растение, одного пэта. Вот можно посмотреть, да, как это все выглядит. Вот у вас растет какое-то растение, мы собираем. У нас есть пэт, которого накормить. У него он делает такие яички, которые... Чтобы собирать, надо перетягивать корзину. Вот. Опыт, качается уровень. Можно сразу покормить, кстати, его опять. Покормить, да, заодно его. То есть здесь растение нужно для того, чтобы кормить вот этих петов. Петы дают яйца. Яйца дают ресурсы. Ресурсы в игре там всякое стекло, дерево, там, короче, куча ресурсов. Есть тут всякие виды красок, которые тоже делаются из растений. То есть краска это цвета, там цветовая палитра и так далее. А вот примеры, какие есть ресурсы. То есть и кожа, стекло. То есть, ну, разбираться в этом не будем. В плане того, что мы можем сейчас 5 яиц нафармить вот этих и сделать первый пластик. Из пластика мы можем сделать потом шмотку. То есть, да, посмотрим крафт сразу здесь. Есть крафт. Да, давай рассказывай. Есть вот, то есть чертежи, блюпринт, да, есть всякие какие-то, это, видимо, по скидке, я не знаю. А есть вот, можно здесь искать по-другому. То есть мебель, всякие разные штуки, которые обустраивают ваш дом, да. Допустим, нам надо скрафтить фотоаппарат, и он показывает. Может быть, это альфа или может нет. Можно сейчас выбирать любой материал. Нет определенной привязки. Да, но мне кажется, это просто потому, что игроков еще не так много, поэтому нет ограничений в ресурсах. То есть мы сейчас запустили крафт первых часов. Сейчас идет еще двойной дроп на квесты. Есть квесты, да? Посмотрим сразу тоже. Да, вот есть, если у вас есть хоть одна земля и одно животное, да, вроде там условия. Ну, там земля точно нужна, да. Да, то есть запускается квест, вот, и этому чуваку надо сделать вот как раз такие вот часы, которые мы сейчас крафтим. После того, как мы их сдадим, нам дадут 500 токенов и 128 опыта, да. И вот получается так, замыкается наш круг. Вот мы фармим, крафтим, выполняем задания, заказы, да, какие-то. Получаем за это токены, и эти токены мы
либо идем продаем на блины за доллары, BNB-шки или еще что-то, либо мы на них можем прикупить себе там дополнительное там растение, видимо, и все остальное еще, если мы хотим расширяться, да. Да, ну по идее мы можем еще растения продавать, вот эти ресурсы, то есть не обязательно, да, квест мы сделали, квест всего будет 2 штуки, здесь еще есть вот такой интерактив, это энергия, то есть можем заходить на чужие земли, собирать там либо ресурсы какие-то, которые нам нужны, условно будут, либо собирать те же самые яйца, то есть есть энергия, быстро зашли, проклацали, забрали, давай, ну проклацай что-нибудь там для, просто для Я знакомления. подожду минуту, потом покажу за 10 энергии, что можно сделать. Ну, тоже, да, как вариант. То есть мы можем что-то найти, что интересное, допустим, нам нужно из ресурсов для крафта хотя бы. Плюс эти ресурсы, которые мы собираем, их можно будет потом продавать на маркете. Маркетплейс работает, да, наверное, перейдем, пока посмотрим, что там, что интересно. Сколько стоит земля, посмотрим, стартовая. Да, вот есть, например, Marketplace, здесь, как всегда, любимый дашборд, как в Аксях, мы можем переключаться между землями, растениями и всем остальным. Это видим, кто-то что-то выставил, кто-то то, что продалось. Мы вот видим, что сейчас, вот совсем недавно, за 4 минуты назад продалось за 5045 одна земля. Растение продалось вот 3090, 3500. Да, в доллар, наверное, посмотрим, да, сколько, чтобы люди понимали. Да. А то так, по токену, конечно, не понять, сколько это. Да, ну просто показать, что вот есть какие-то покупки, Ну, продажи. рынок живой видно. Да, живой рынок, увидим объем суточный, да. Тут вот в долларах рисует. То есть как здесь немножко работает. Вот нам земля, минимальная земля, мы сейчас будем покупать. Вот здесь выставляете lowest starting price. Ну, аккуратно смотрите, иногда на первом месте бывают дорогие. Вот смотрим, 22 доллара, 22, 22, 22, вот дороже пошло. Значит, берем вот эту землю, нажимаем, покупаем. То есть 2,5... Если... Да. Если вы уже купили токены, сейчас покажем, где и как купить токены. Надо было, наверное, с этого начать. Ну, да. Мы пойдем так, постепенно, кому где интереснее будет, да. Ну, токены, понятно, что купить каждый может, но некоторые все равно задаются вопросом, где покупать токены. То есть некоторые знают, как это делать, некоторые нет, поэтому остановимся все на пару секунд, я думаю, уделим времени на это. Да. Мало ли кому будет полезно. Всегда можно нажать потом вот мой аккаунт, да, оно показывает, вот у нас есть одно растение, одно животное, один материал, одна краска. Мы все уже попробовали, потыкали, вот теперь 2 поля у нас рисует. Можно вернуться, наверное, в нашу игру. Нет, еще надо докупить, да, растений. Что мы? Да, докупи сразу. С полем делать-то нечего, надо что-нибудь будет туда посадить. Покупаем такое же? Да, давай такое же надо покупать. Ну, типа, чтобы кормить можно было одним и тем же. Да, то есть смотрим, вот, 53 доллара, достаточно дорогой. Интересно, а самое дешевое вообще растение какое? 31. 31, да. Может, подешевле купим? Можно купить, кстати, вот этот Skyberry, по-моему, там подходит. Сделай фильтр по Skyberry. Это нам синий, да, подходит? Нет, это да, нет. Мы купили дорогое животное, и теперь страдаем. Мы для теста взяли не самое дешевое животное, а чуть подороже, и, соответственно, еда для него стоит подороже. Ну, не знаю пока, насколько это выгодно. То есть, пока на дистанции будем смотреть, будем изучать, кликать. Потому что пока просто протестировали все игровые механики, то есть все везде работает. Вот сами можете посмотреть, все работает довольно-таки быстро. То есть, это, конечно, большой плюс. Но не стоит забывать, что вот эта игра, это порт еще идет с мобильного. Вот это как раз-таки Кавой, что-то там. У них есть какое-то направление у этой имба студии как раз-таки. Это получается их, как можно сказать, порт, грубо говоря. Да, вот так вот перетаскиваем, мышку зажимаем, переквацываем, берем наше растение, кликаем, перетаскиваем, drag and drop, все посадили, дело пошло, вот видно, 2 минуты плюс 1. Ну, да. Нажми, кстати, на этого еще. Вот 10 энергии, давай, поехали, соберем что-то. Поехали. Да, что мы хотели сказать, что пока вот еще не работает, здесь общий будет остров комьюнити, где будет социальное какое-то движение, можно будет встречаться, общаться, чатиться. Будет какой-то клановый остров, да, суммарная прокачка. Есть дружественный остров, здесь можно по ID, если вы записали, кому надо сходить к другу, можно вот на рандоме полететь. Что мы хотели показать? Мы хотели показать, как сюда нажимаем, допустим, следующее, если вас не устраивает. Вот мы ищем. Мы хотели найти такое же яйцо, как у нас, например, да, это пластиковое. За 10 энергии
можно как бы помочь соседу, да, это наша всем знаменитая знакомая штука, пойти помочь ему собрать, за это тебя вознаграждают, как ровненько у людей выстроено. Ну, кто-то грамотно строит, не как мы. Где-то в середине поля. Да собирай любое, пофиг. Вот, любое клацай там. Мне кажется, искать будешь дольше. Да, то есть вот так нажимаем, перетаскиваем. Вот, мы получили 10 опыта и одно яйцо. Возвращаемся домой. Смотрим в нашем хранилище. Вот у нас появилось такой вот Quay Shelly Egg. Что бы еще хотелось рассказать? Наверное, хотелось бы показать, что здесь есть лидерборд, да? Вспомнил, где он был только. Вот здесь, наверное, на звездочку нажимаем, да. Тут у них такая интересная стоит надпись, что топ-20 игроков альфа-версии, да, то есть тот, кто прокачается по уровню, вот здесь видим мы, тот получит место в вайт-листе на IDO. Это такая прикольная штука, я считаю, это помогает. Это интересно, по крайней мере, реально сделано. Ну, да, понятно, что надо будет вливать тут, как бы, да, и как бы, ну, уже думать, надо кому-то это или нет, но это как дополнительная мотивация. Дальше еще в игре добавят они прокачку дома, то есть вот эти все предметы нужно будет именно для интерьера дома. Для чего это нужно? Я, честно говоря, вот мне всегда эти игры вызывали вопросы, да, для чего нужно вот это там обустраивать интерьер, чтобы у меня был самый красивый. Ну, кому-то нравится, да. Зачем ты дома обустраиваешь свой интерьер? Я за минимализм, я не обустраиваю дом. Чем меньше предметов в доме, тем проще найти будет что-то. То есть, ну вот яйца, да, можно, получается, сделать потом из них, из 5 яиц, допустим, пластик, и пластик попробовать продать на рынке. Мы это, естественно, протестируем, и на следующем, я думаю, видео расскажем. Давай посмотрим про этот, по токену, да. Да, вот у них есть YouTube канал, мало подписчиков, конечно, какие-то ролики здесь, у них пролог. Ну, это такое, это скип, короче. Да. Давай посмотрим, да, по токену, что там. Давай, вот, как найти токен. Мы идем в белую бумагу, ссылки мы оставим в описании. Вот здесь в разделе, где этот раздел? Вот, Tutorial, Marketplace, Airy, Purchase, да, with MetaMask. Вот здесь жмем, вот здесь вот внизу Pancake, прям ссылку. На нее кликаем, и у вас открывается в другом окне. Чуть иногда надо подождать, чтобы подгрузилось, там выскочит окошко. Вы хотите импортировать этот токен, говорите да, я согласен, я уверен. И, допустим, нажимаете за 1 BNB, вот в данный момент 46 тысяч токенов вы можете купить. Чтобы вы понимали, мы как раз на 1 BNB купили столько токенов. И у нас получилось приобрести нашу землю. Все, что вот куплено, это все вот за эти деньги. Чтобы нам потом не говорили, зашли по 1 центу, а нам рассказываете про доллар. Так да, что... это даже наша любимая, как-то заработали на подписчиках. Не знаю, друзья, то есть смотрите сами, нравятся такие проекты, пробуйте, то есть мы вот сами для себя попробовали, будем потом более плотно смотреть, что из этого вообще выходит, да, именно по заработку, потому что пока идет у нас стадия именно ознакомления, пока разбираемся именно в механиках, есть ли смысл какие-то дорогие покупать, именно растения, дорогих животных, потому что одно животное стоит, там, что-то мы смотрели, баксов 50, по-моему, другое стоило по 300. То есть, разницу, ну, пока мы не видим разницу, потому что они все дают разные материалы, вот по факту, да, видно. Только прикол в том, что крафт используются абсолютно все ресурсы. То есть, это может быть пока именно в альфе-тесте, потому что нет еще столько ресурсов, и, соответственно, нет ограничения. Если потом сделать ограничение, то будет явно, что одни будут доминировать над другими и так далее. И тут уже будет, естественно, зависеть стратегия, каких делать упор на крафт одного ресурса, либо делать там на крафт 2, либо пытаться там все сразу сделать, в итоге, может быть, это будет невыгодно. То есть, ну, тут уже непонятно пока, надо тестировать. Да, ну, по крайней мере, радует то, что рабочий проект, конечно, под вопросом взяли они свое старое и начали прикручивать к нему блокчейн, но, с другой стороны, а кто вам запрещает сделать так же, да? Если у вас 5 лет студии, которая пилила игры, у вас есть свои наработки, вы решили уйти с обычного гейминга и перейти на блокчейн, и на гейминг и на play to earn, то это очень хорошая рабочая модель. Просто надо придумать интересную токеномику, интересные финансы, да, чтобы у тебя боты это все не испортили, чтобы думать, что будет, если у тебя придет 1 000 000 игроков или 1 000 000 мультиаккаунтов, да. Ну да, пока опять фермы обычно как-то вот опасны тем, что мультиаккаунтинг очень жесткий всегда, потому что
ну, минимальный вход, соответственно, можно кучу аккаунтов делать, нет какого-то боя в игре, соответственно, обычным пользователям, да, то есть нет смысла играть по факту, если вот рассматривать в такой концепции, потому что если те же самые Акси, там бот не настроишь так, чтобы он побеждал, оформить, как бы бот любой сможет там нажать проклацать и так далее. Поэтому примеров уже много, то же самое ПВУ, где боты подиспортили всю экономику, но здесь не знаю, как все это будет, поэтому смотрим, изучаем и так далее. Не знаю, что, я думаю, наверное, закругляться будем. Да, пишите в комментариях, как вам стиль такой игры. Есть ли у вас знакомый, кто в что-то похожее играет, играете ли вы сами. И также подписываемся, ставим лайки. И до новых встреч. Да, друзья, всем пока-пока.